И снова с вами канал Мы Дачники. Поднялся, вот уже в конце сентября почти, поднялся вопрос такой на даче. Как бы сделать карасиков горячего копчения? Ну и слава богу, я не выкинул эту газовую плиту. Вида она, конечно, не очень. Ой. Это 5 лет назад, когда мы ехали на нашу дачу, она нам досталась вместе с дачей. Мы даже на ней месяц что-то готовили, если честно. Ну, а потом купили другую, а эту я засунул подальше. И преспокойно даже забыл, что она есть в наличии. Но тут мне брательник подкинул идейку делать рыбку горячего копчения. И я про нее вспомнил. Надо тут ее хотя бы со шланга обмыть, да поснимать все лишнее для начала. Ай. О, да. Ну, в общем, как-то вот так вот эта дверца отваливается, но как-то так, да. А что ж там в середине-то отваливается-то, она отваливается. Так, в середине что-то есть. Ну, хорошо, сейчас буду со всем этим добром разбираться, а то очень охота копченых карасиков. Итак, взял я просто шланг поливочный для сада. Просто ее обмыл, поснимал все лишнее, что смог. Это вот пока не снял, но даже короче. Просто ее ополоснул. Дверца как-то вот держится. Ничего я не собираюсь с ней пока не сделать. Хочу вначале убедиться, что коптильня будет рабочая, а потом уже буду делать. Это тоже что-то не снимается. Тоже не хочу дергаться. Так, для вентиляции внизу тут вот все есть. Вон. То есть огонь можно разводить. Итак, для начала я ей дам несколько часов на улице просохнуть. Вот в таком виде. Тут даже в середине какой-то клей. В общем, для начала я ее хочу развести под ней огонь, чтобы тут весь мусор, я так понимаю, он многовековой, чтобы он, просто выгорел. Ну, как-то так. Пока пускай сохнет. Итак, немного подсохла моя будущая коптильня. Ну вот, что это тут за клей вековой? В общем, если честно, я не знаю, что это. Но я надеюсь все это прокалить. И сейчас буду распаливать. Так. Ну, приступим. Очень легко разгорелся огонь здесь. Ну, оно и понятно, так как тут сзади вот такие вот отверстия. Отличная вентиляция, тяга. Так что остается только подкидывать дровишки, чтобы она хорошо у меня прокалилась. Вот так вот. Ну, уже и на коптильню стало как-то похоже, так закоптилось хорошо. И тут у меня все хорошо так прогорело. Сейчас щеточкой по металлу все пройдусь, чтобы вычистить. Но одно я могу сказать точно, что было принято абсолютно верное решение не отмывать ее, а прокалить. Так буквально все прогорело, все вот щеточкой по металлу прошелся, оно вот, намного лучше. Все, у меня тут уже угли остались, они вот догорают не спеша. Ну и остается поехать завтра и пригласить карася для участия в этом всем мероприятии по горячему копчению. А то вот без карася, как-то никак будет. В общем, дело за малым. Итак, это вот платничек. Платное озеро. Хотя оно такое маленькое, его и озером назвать сложно. В общем, надо чего-то поймать для копчения. Тут так, какая-то мелочь уже есть. Может, еще что-то клюнет. Посижу еще. Наступило утро. Рыбка всю ночь простояла в погребе в маринаде. Маринад, естественно, я взял его секрет приготовления в интернете. Кому интересно, выложу в описании. И перед тем, как растапливать свою коптильню,
я хочу наделать вот таких вот крючочков, ну что-нибудь из этой проволочки или, в общем, подвесить эту рыбку, чтобы маринад немного стек. Ну вот, рыба развешена, как видите, она у меня без жабр, без луски, выпотрошена. То есть вот все как-то так. Ну и пока она стекает, я займусь разведением костра. Итак, костер у меня разгорается, рыбка стекает. Это я подготовил масло подсолнечное, чтобы смазывать противень, так как луску я снял с рыбы. Ну и чтобы она не приставала к этому противню. Ну, по крайней мере, я надеюсь, не будет, так как делаю все первый раз. Поэтому все на стадии эксперимента. А сейчас я хочу наломать веточек небольших от вишни. Буду ломать вместе с листиками. Ну, как-то вот примерно в таком размере. И вот примерно такой вот пучок веточек вместе с листиками совсем я буду заматывать в фольгу. Это обычная пищевая фольга, купленная, я не помню, где она куплена. И буду делать вот несколько таких свертков. Итак, подготовил я 3 вот таких пакетика, и один у меня не лишний, а запасной. Костер уже прогорел достаточно, ну, поэтому смазываю свой противень этот, чтобы рыбка не прилипала. По крайней мере, надеюсь, что не будет. Итак, я выложил первую партию, ну и буду отправлять в коптильню свою. Так, рыбку я поставил почти под самый верх. Ну а теперь веточки. Вот сюда 2 пакетика я ложу. И закрываю это все. Один запасной пускай будет. Вот. Закрыл. И мне еще очень любопытно, сколько это у меня займет времени. Думаю, не больше 20 минут. Ну, посмотрим. Прошло 10 минут. Ну, не мешало бы и заглянуть туда. То есть костер у меня в таком вот медленном горении. И там что-то у меня шкварчит. Так, ну, рыбка только начинает. То есть за 20 минут я явно ошибся. И вот уже, вот тут я положил 2 полосочки еще, чтобы закрыть отверстие, чтобы не было открытого огня. И вот моя первая ошибка. Пакетик один с веточками надо было положить с самого начала, когда я только начал разогревать эту свою коптильню. Ну, это первая моя попытка. На будущее буду знать, а вы учтите сразу. Так, вот оно скапывает жир. Ну, хорошо. Остается ждать пока. Ждем дальше. Так, зашла тут соседка, меня немного отвлекла, но ничего, по времени так. Будем смотреть, что тут у нас. Нет, еще не готово, как на мой взгляд. Прошло уже 45 минут, и сейчас буду вынимать из коптильни своей и смотреть, что получилось. Достал я своих карасиков, перевернул их на другую сторону. Знаете, оказывается, еще и не готово, но дело не в этом. Вот вторая моя ошибка. Надо было противень прогреть вначале в коптильне, а потом смазывать, потому что вот получается не очень красиво. Но для первого раза очень даже пока неплохо. Ну, посмотрю, чем оно закончится. Итак, ставлю еще на 10 минут. По прошествию 10 минут все оказалось полностью готовым, но есть нюанс. Значит, рецепт рассола я выложу в описании, но как для меня, тут очень много соли, слишком соленая. В целом карасик получился такой немного суховатый, но довольно вкусный. Единственное, что да, на мой вкус много соли. Ну а в целом для первого раза очень неплохо. Сейчас буду дожаривать остальное. Противень поставил немного прокалиться. Потом его смажу маслом. А вы сразу
Учитывайте мою ошибку, сразу давайте ему прокалиться, а потом смазывайте маслом и выкладывайте на него рыбку. А можно я? Итак, смазал я противень, выложил вторую порцию и сунул я свой запасной пакетик с веточками еще. Ну, продолжаем коптить. Ну вот, это вторая порция, и переворачивать не надо, и рыба не пригорает, она вот отлично. Как видите, вся, я ее не переворачивал на другую сторону, вся она отлично отстает, когда... То есть без никаких изъянов, когда противень нормально прогретый, смазанный, то есть вся рыбка выглядит великолепно. Ну, первая партия, этот карась при жизни так быстро не плавал, как первую партию съели. Сейчас еще там один карапец остался, небольшой такой карпик клюнул. Сейчас буду и его коптить. Там еще 2 карасика, буду заканчивать. Ну, в общем, вот и все. Карпику я дал на 5 минут больше постоять. Не знаю, передает телефон этот золотистый оттенок. Сомневаюсь. Ну и на этом это видео, в принципе, можно и заканчивать. Ага, вот еще это вот веточки. Знаете, нормальной толщины были веточки. Они еще не до конца даже стлели. То есть с веточками все нормально. Хочу еще поиграться со смородиной, веточками, да и листьями винограда. Но это уже будет в следующем видео. Хочу еще скумбрию сделать. Мне, знаете ли, понравилось. Ну, то есть все, кроме соли, мне довольно понравилось. А потом еще хочу либо окорочка куриное сделать, ну, что-то такое, либо, может, ножки. Ну, подумаю, следующее видео будет о скумбрии, горячего копчения. Так что это вообще будет только вот, можно сказать, первая часть. Думаю, их 3 сделать. Вот, с этой коптильней. Ну, а на этом как бы и все. Всем удачи и до следующих видео.